И к рассвету уж добралась. Чё беса ты жертвовать не оставила, а? И снова здравствуй, мой дорогой друг. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. Мы с тобой продолжаем путешествие в чудесный мир Черной книги. Чудесную игру про чудесные места, про нашу, собственно, мою, как минимум, точно, родину мать, отчизну, вот это все. Вот, собственно. А в прошлой серии мы с тобой, значит, нашли разбойников, которые больше не жертвуют деньгов этому молодому, красивому водяному. Выяснилось, что, дел все как бы, да, в том, что не могут они больше жертвовать, померли они, собственно. А там бесяки были, но мы этих бесяков себе и забрали. Вот, продолжаем. Таракан ловить. Да, Я что-нибудь с водяным придумаю. я Ну тоже уж так думаю. придумай. Некогда нам нового водяника искать. Некогда, придумай, что бубнишь, дед, а? Ладно, надо на мельницу тебе отправляться. Соливара я уже туда снарядил. Хорошо. Пойдем. Че, пойдем, печать. Думаешь, Вакуль откроет печать? Так не знаю теперь. Да откроет, Что что. ему в башку взбредет, то и сделает. Ну, Он жертвы любит. Может, деньгами переубедить. может, переубедим. А может, пизды ему дадим и все. Все я про русалку думаю. Можешь попытаться выкупить душу ее. Но смысл? Он ее лет через 50 и так выпустит. Она мертвая подождет. Лет через 50. Всего-то, хули тут, 50 лет. Туда-сюда Что мне разменять. ждать на мельнице-то? А? Думаю, тебе надо быть готовой ко всему. Этот черт неспроста встречу-то там назначил. Да-да. У него там и сила есть, и история. Ага. Ну и ладно. Я с черной путь. книгой все ловчее управляюсь. Ха! Еще бы! Учение свет. Да. Свет тьме, получается. Учение тьме, свет. Не ожидал? Как бы, да. Чем дольше книгу держишь, тем ярче она светит, и тем больше тень за твоей спиной. Потому что чем ярче источник света перед, тем больше тени за. Конечно. Неважно, кто Медленнее держит рассеивается. эту книгу, старик или девка, эта тень все растет и скрывает деревни, крестьян, друзей и родню. Нихуевая такая получается тень. Наконец она и до тебя добирается. Да не надо тут На мельницу рассказывать. буду собираться. Ой, такая, Она ладно. украинского села недалеко, не заплутаешь. Хорошо, деда. Хорошо, деда. Собственно, перстень с чертями. Давай зайдем, давай отправим ребяток. Вот этих примем задание. Этих всех, да, блядь, а то ты что ты делаешь? Ты что делаешь? Что происходит? Взять награду. И тут. Собственно, да, и отправить их нужно дальше. Кто у нас есть? Животные раздор, животный голод. Давай посмотрим, что у нас тут. Разум. Животные, бедствие, раздор, пожар, животные. Собственно, на животных мы вот тебя, собственно, и отправляем. Для начала душу грешников и лошадей. Украсть корову с пастбища. Блять, не то. А ну-ка, тут что у нас? Еще одну корову. Ладно, что. Там, может, кого-нибудь по пути превратишь, братан. Если хуй знает, конечно, да. Собственно, еще животные. Отправляем нашего Ивашку. Ивашку, пойди разберись. Раздор где-то здесь у нас был. Вот, приворожить замужнего подруги. Отправляем раздор в раздор. И остается у нас голод. Один-единственный, бедный, несчастный. И давай перепроверим еще раз. Вдруг я проебался. Голода нету. Голода нету. Кто у нас? Опричничек. Собственно, наслать воров. Вырасти килой, сесть икотой. На секунду показалось ипотекой сесть. Опричничек, пойди понасылай воров. Че уж тут. Так, это наша карта. Вещи, а новых нет.
трава, наверное, есть. О, 2 кружки брашки. Ну, мы их продадим, хуям, они нам не нужны. Собственно, а что вот это вот, не знаю, читали мы с тобой или нет, на паузе можешь почитать. Вот это мы точно не читали. На паузе вот это точно почитай. Так, дальше. Умения. Нового мы не получили пока что. Перстень с чертями, все хорошо. Черная книга, 3 колоды у нас тут есть. Окей, вот это все мы пока что туда-сюда. Прошка. Мне принесла крынку. Ты охуел? Ты вообще тут служишь нам, черт. Да брашки побольше. Ля, пес мелкий, да? Как кучеряво базарит еще так, ну типа, как будто так и должно быть. Как будто, ну вот как бы не он у меня тут суседит, а я у него. А ты вместо этого все с вопросами ходишь. Да, с Да уж, вопросом? Вась, могла бы и уважить Котофея брашкой. Прош, держи как рыночку. Сейчас он пизды даст, да? Вот спасибо. А чё это? Добрый ты человек. Он да плюнул или нассал? Я сейчас не понял прикола. Это вы с каких пор душа в душу живете? А? С тех пор, как Прошка книги спас. А что за книги? Ага, мыши повадились, поедали библиотеку-то вашу. А я их переловил все. Ну, хоть какая-то от тебя польза теперь есть. Да, не зря ты и коту в дом взяла. Пригодился. Ну так, Ну, что я-то еще кто? узнать? Умная? Я умная, да. Собственно, про себя-то расскажи. Расскажешь, как ты там в своей избе чудской-то жил? Да. Ах, Васька, что-то тяжело вспоминается. Ветром сдуло все воспоминания или чё ли. Я тебе сейчас надую обратно. Ничего не вспомнил? Мало, очень мало. Ну, хоть это расскажи. Ну, чё смотришь? Сама поживи столько веков. А я погляжу, что вспомнил. Не, ну справедливо, конечно. Помню, дом был мой богатый. Я в нем сидел всегда. Суседил, ну. Ага. И смотрю-то я на все 3 Церковь, что ли, получается, да? Ну, как мы тебя в церкви нашли. Видимо, ты по церквям суседишь всю жизнь. Дом-то богатый, если то как бы, ну, церковь. На все 4 ты хотел сказать? Да? Нет, я помню-то 3 стороны. Снизу, нашу сторону, и сверху 3-я. Ага, а 4-я А куда ещё делась? ветер всегда дует. Холод, север. И речные раковины мне что-то шептали. Это ты уверен? Может, ты там чуть лишнего бахнул брашки? Жутко в твоей избе-то было. Да, Было братан. хорошо. Да только не все я вспомнил. Ну, Ничего, скоро, глядишь, вернется. будем Ну, надеяться. что еще узнать хочешь? Будем надеяться. Брашка. Тебе зачем брашка? Ты же нежить. А? А нежить тоже угощать принято. Сама знаешь, соседок да родителей поминают и угощают. Ага. Вот и мне не помешай. Ладно. Ну, что еще узнать хочешь? Да, вроде что узнал-то. Потом Будешь поговорим. Потом поговорим, может быть, о чем-нибудь. Один проситель тем временем. Оля, какой усатенький пришел. Помогай Господь. Я это самое, рыбак. С рек-то. Озеро Северного, в ад ты, прости Господи. Это либо вы все на одно лицо, либо мы с тобой уже Я встречались. пришел поблагодарить. Не знаю, что ты там сделала. Да перестал водяной сеть портить. Я ему пизды всыпал. Вот тебе рыбки сушеные от нашей-то артели. О, ништячок. Сорокетика лишним не бывает. Собственно, идем мы с тобой, можем выбирать прошку Деда Егора прошку. Я не знаю, от чего зависит получение дополнительной миссии, от количества взятий на задание, либо от количества этих, как его, ну ты понял, собственно, приколов. Но как бы хочется взять прошку на самом-то деле. Просто потому, что не знаю. У меня нет щита. У меня нет щитов в колоде. С другой стороны, дед накинет нам 5 заговоров, 5 сглазов дополнительных. Звучит тоже как бы неплохо, да? Но мы будем брать прошку, пока не возьмем его задание, потому что, ну, хрен его знает. Вдруг это как-то влияет реально, я просто не шарю. Вот, идем. Парить с водяным основное задание.
Собственно, деревня Федорова. Обычная деревушка, я тут не была никогда. Может, все тут водяному поклоняются, как в прошлом было. Ну, пойдем. Пойдем, сходим, посмотрим, что там у них. Что там, да что там. Да что да. Возле старой Да избы чё, да. мужик бронит свою жену. Похоже, на звуки перебранки пришла добрая половина деревни. Часть крестьян поддерживают мужика, другая часть вступилась за женщину. Давай узнаем, в чем дело. Предметом раздора оказалась пила, которая то и дело ломается. Мужик подозревает свою жену в сглазе, она же уповает на свою невиновность. Ну, уповает, что бубнить-то. Давай смотрим пилу. Кажется, этот предмет чинили неоднократно. Похоже, последний раз в ремонте он побывал у местного кузнеца всего несколько дней назад. Ну, давай предложим Вы помощь. решаете, что о поломке может знать ладивший пилу кузнец, и узнаете, как добраться до его избы. Давай, и Вы думаю, что раздумываете над дальнейшим может и не с глаз. Давай разузнаем про мельницу Оказывается, сразу, мельница пока мы давно тут. заброшена и имеет дурную славу. Мало кто решается приблизиться к старому зданию. Поговаривают, что водяной до сих пор ловит проходящих рядом людей и затягивает их в омут. Ну и туда им и дорога. Вы раздумываете над дальнейшим шагом. Идем, покидаем местность, собственно, идем дальше. Куда нам дополнительное? Сюда. Гаинская, собственно. От этого села недалеко и до мельницы. Ну, пойдем глянем, что там. Далеко, очень далеко. А вдруг На недалеко? сельской улице вам встречается странная крестьянская процессия с тюками и сундуками. Впереди идет крестьянин, сжимающий сонного петуха. Люди останавливаются, заметив вас на своем пути. Старухи начинают причитать и креститься, приняв вас за дурное предзнаменование. К вам обращается мужчина из начала шествия. Опять ебучие сектанты. Ты чё за простоволоска? Чё по ночам-то шастаешь? Ля какой. Прям как в Бриз и ед, только та белая и курица. Ну и бальники у них одинаковые, в принципе. Ты кого простоволоской назвал, сука? Петух в руках и мешки с тряпьем. Что задумали эти крестьяне? Да ворожба это. Петух. Эта птица, как символ огня, часто используется в качестве жертвы духом домашнего очага. Ну, подарок? Или переезд? Наверное, переезд. Переезд. Баулы с вещами. Идут по улице в полночь. Похоже, петуха несут соседки в жертву. Переезжают, значит. Ладно. Да я путница. С дороги сбилась. В новую избу въезжаете, чё ли? А не твоего ума дело, девка. Ты охуел? Тебе, может быть, поебалу дать и жертву украсть? Я знахарка. Могу помочь вам с переездом. А? После недолгого спора крестьяне соглашаются. Вы приносите О, в жертву минус один петуха грех. у нового сруба и шепчете необходимые слова. Благодарные крестьяне дают в дорогу несколько шанежек. Спасибо за 15 денег. 170 грехов, ёб твою мать. Ну, умирать будем в муках, зато интересную жизнь прожившие, что я могу сказать. Выселок, собственно, как-то боязно становиться. Я чувствую нечисть поблизости. А пойдем. Становится, вернее, да. Пойдем пизды этой нечисти дадим и все. О чем мы? Вы минуете новые А избы мы-то гаинского поселения и приближаетесь к берегу Камы. За водяным наверняка потянулась и его свита, мертвецы и утопленники из подводного царства. Сделав глоток свежего ночного воздуха, вы чертите круг. Хтонические гости не заставили долго ждать. Из реки выходят ваши недавние знакомые. О, давай поговорим с ними. А, это ты. Ой, да эти ебанутые. Да, они классные. Векса! Да. И вы тут. Чё надо вам? Вакуль к мельнице отправился. Значит, граница маленькая. Мы тоже пришли. Ладно. Помочь ему с девкой этой совладать. Вот еще чё. То есть со мной. Помалкивай. Все мозги уже раки съели. Так, достань у него рака из головы-то. Собственно, Соливара Раз вы русалка. такие знатоки водяного, может, подскажете, как Соливару помочь и русалке? А? Ну, умный-то, наверное, может, что, да. Ты приглянулась.
Он знатких людей любит. То, что русалке с именем помогла, это ему не по нраву. Ему с ней еще сколько жить? Она что делать-то будет сейчас, коли вспомнила былое? Пытаться сыбаться, конечно же. Я тут вообще-то вам сру всеми этими счастьями и несчастьями, потому что я знатка цыганка тут. У меня все должно быть чин по чину. Черти только мои могут бедокурить, и потом и мне за это еще деньги будут платить. Сначала за то, что они набедокурили, а потом за то, чтобы я это все разгребла. Нехуй тут водяных разводить вот этих ваших. А то, что ты пастуха его отмолила, то он разгневался. Вот волны пошли. Ага. Не шибко в духе Вакуль. Наверное, денег стребуют. Уж не знаю сколько. Ну, А русалку сколько-то он не стребует. отпустит никогда. Ну как, только когда срок выйдет, как и у всех утопней. да расскажи. Я ему там таких покажу. Он всех отпустит. Стану, как срок подойдет. Ты сиди, завали, слушай, братан, ты глупенький слишком. Помалкивай. Да во-во. Все мозги уже раки съели. Давай им дадим, Я, собственно, пожалуй, вас обратно в вашу подводную нору и отправлю. справедливо. Но здесь тебе не удастся нас одолеть. Почему это? Почему это, с чего это ты взял? Я уверен, что очень даже удастся. Этот на следующий ход сделает себе вот эту штуку, дает порчу в начале хода. Собственно, я забыл, сколько она носит. 24, да, получается у нас? 8 плюс сколько тут? Плюс 6, да, это 14, плюс 4, это 18. 18 каждому. Вешаем 5 сглазов сюда и десяточку сглазов сюда. Может, сразу ёбнем? Или нет? Давай просто сглазов побольше сейчас навесим. Или нет? Или да, или нет? Или нет? Наверное, нет. Наверное, мы его сразу ёбнем. Ну, чтобы одним меньше. Одним дурачком меньше, нам проще. Там 28 на 3, в принципе, за глаза. Этому 14. Нужно увеличить количество ключей в заговоре. И тогда вся вот эта вот моя чудо-колода будет работать. Что это? Что бешено. Так, умного убили, остался тупой. Тупой нам ничего сильно, наверное, не сделает. А он разложение по КД кастует. Давай красиво сделаем. Ебать, а не пришла. Не ожидал? Я вот нет, например, не ожидал. Собственно, ну ладно, с глаз. С глаз так с глаз. Настакаем. Мне просто интересно, сколько чисто вот теоретически мы с тобой можем накидать туда. Наверное, пиздец много. Прикинь, 6 замками обвешаться. Было бы, наверное... Чаров лишь, блядь. Насколько? Порча. Удваивает порчу начала. Он на меня накидал, посмотри на него. Давай там что-нибудь потянем, каких-нибудь карточек. Порча на 10. Вот мы и нашли слабое место нашей колоды, к слову-то. Не это. На 11 порчу ударит. Давай сразу полечимся. Что-нибудь тут. Что-нибудь тут. Восстановить 5 здоровья. Давай. Ты шутишь, что ли? Что за приколы? Не понял. У меня сейчас ёбнут и все. Смотри. На следующий ход удваивает. Будет 32 на следующий ход. А я паралич использовал. Подожди. По всей видимости, нужно повторять сражение.
Короче, колода нас подъебала с тобой, братец. Не, ну бывает, а чё? Чё бубнить-то? Чё бубнить-то? Давай вот этого накидаем тут чуть-чуть. Им все туда единички срежем. Это тут пусть свои вот эти вот штуки делает. Главное, чтобы нам 2 хода подряд сейчас пришли волночки и все. Тогда мы точно со всем справимся. Правильно ведь? Правильно. На 1 нанес урона, повесилась порча 2. Этот на нас повесил свою штучку, повесилось что-то, вот так вот. А 2, так, 14 на 3 это много. Просто много и все. Тут мы вот этого сейчас как бы, да, при суседям, так сказать, молодого красивого. Вот этого убьем, вот этот более мерзкий. Получай. Получил, получай. 47. Ебать, 47, это же, ну, как бы... Но если бы, типа, это был босс, это все, это смерть. Это смерть была бы. Скорее всего. Море глубина. Получай, окаянный. Собственно. Все, плюс 3. 100. Новый уровень. Кстати, новый уровень. Плюс 300 и новый уровень. 10. Ключевой в заговоре аж на 19. Урон в словах еще на 1. Можно взять, кстати. Наверное, мы это и выучим, наверное. Просто чтобы наш стартовый заход вот с этих ауешек был просто посильнее, вот все. Там кузнец. Пойдем поговорим с кузнецом. Тут живет кузнец, который плохо починил инструмент. Кузнец какой-нибудь бес, да? Кузница выстроена в отдалении от деревни, чтобы не было пожара. Вы стучитесь в дверь и вздрагиваете. Звуки неожиданно распарывают сгустившуюся тишину. Вскоре дверь приоткрывается, и из щели выглядывает сначала ружье, затем и сам кузнец. Угу. Ты кто такая? Вроде рано каледовать. Дурачок. Я от мужика из Федорова. Вот. Пила у него дурно сделана. Угу. Кузнец опускает ружье и осматривает инструмент. А, скверно. Моя работа. Ну что поделать? Боюсь ковать-то подолгу. Почему это? Ты не поверишь ведь. Я так-то из знатких. Всякое видала. Между прочим, да. Господи Иисус. Ну слушай, ко мне сам окаянный зачастил. Ага. Ну, дурачок, вряд ли он бы к тебе зачастил. Выглядит как обычный человек божий, только брагой тянет. Ага. Алкаш. Пришел, подкуй лошадей, говорит. Ну, я поднимаю копыта-то у лошади, а там стопа человеческая. Ага. А у того крестьянина наоборот, копыта за место ног. И он на меня глазами-то своими зыркает. Ага. Я так человеческую Ладно. стопу и подковал, прости господи. Пиздец. Поры дверь боюсь отворять. Все Брат, ты ясно. от беса пахнет, говоришь. Ну, я с этими чертями вчера только встречалась. Больше они тебя не побеспокоят. А, ну это наше. Ну Продавай? все. Не знаю, как и благодарить. Давай пилу, будет как новая. Благодарный Всё, кузнец угомонили. снимает инструмент и кланяется в пояс. На обратном пути Слушай. вы отдаете пилу крестьянину и получаете А вознаграждение. если бы я его не забрал и не убил, а оставил бы вот там в Акулю вот эти приколы делать, то что было бы? Ну, типа, что было бы вот в этом квесте? Сука, интересно теперь. Интересно, видимо, мои решения, может, на что-то влияют, а может, не влияют, я просто хуйнина придумал. Винная лавка. И не то, чтобы меня такие магазины-то заинтересовали, просто мимо проходила. А, ну, конечно, просто мимо проходила. Я просто мимо проходила, 10 литров накупила. Как Винная говорится. лавка работает допоздна, и из ее окон льется теплый свет на скрытую ночной тенью улицу. Заметив вашу книгу, целовальщик зовет вас внутрь. Мол, у него и книги в продаже есть. Целовальщик. Продавец вина в питейных домах или кабаках. Ну, давай зайдем, посмотрим, что у него там. Интересуешься. Вон у тебя какая баскущая ты есть. Старинная? Да, А не одной братан. брашкой торгую. Взглянешь? Ну, давай взглянем, что там есть. Магазин. А книги-то где, блядь?
Ты мне сказал, у тебя книги есть, дед. Такую хуйню какую-то несешь, получается. Давайте для начала вот это все продадим. Это что такое? Поглощает следующий негативный статус. Понял. Типа даже до того, как типа он на меня его повесит. Это, кстати, интересный моментик. Когда могла, слушай, нахуй мне их 17 штук. Давайте чутка подпродадимся. Ну вот, оставим 6. Пусть будет. А что у тебя тут есть? Хотя, слушай. Знаешь, что я тебе скажу? Вот это вот что, блядь, кстати. Снимает яд, снимает порчу. Давай сейчас до косаря, короче, накатим с тобой. Пару сот продадим. Все, косарик есть. А что тут? Что тут у нас? Хвори увеличивает урон по существу на 5. Ага, понял. Какая-то залупа. Слова носит на 1 больше, когда у меня мало хп. Увеличивает глаз на 2. Бля, вот это, кстати, прикольно. 160. Но тогда нам что-то надо продавать. Тогда нам что-то нужно продавать. А благословение, кстати, можно. Блять, ну благословение, слушай, ну неплохо там вроде работает. Ладно, мы запомнили. А кочедык, если что, потом возьмем. Пока что не надо нам этого. Пока что пойдем мы сначала в Гадью. Гадья. Небольшая речушка. Про нее говорили, что часто топили тут люди. Ну, неудивительно. Мельница близко. Да. Собственно, сначала пойдем сходим сюда, потом к водяному, а потом уже вот приколами будем начнем заниматься. Вы обнаруживаете крестьянина, который еще совсем недавно пас коровку водяного. Он жив и, видимо, освобожден от своей участи, но его взор пуст, и он не может связать ни слова. Вы знаете, что подобное случается с простыми людьми, побывавшими в таком месте. Вы отводите мужика в село и объясняете, что его нужно доставить в родной дом Некрасова. Ладно, надеюсь, братан, с тобой все будет хорошо. Слушай, длинный квест, смотри, как бы там, и тут с ним вот это все повзаимодействовать. Че, как бы не это, а то. Водяная мельница. Водяная мельница считается дурным местом. Все из-за мельников, которые часто имеют дело с водяными. Ну, в путь дорогу, в путь, что, быличку посмотрим. С Вакулем, по всей видимости, опять пообщаемся. Это Пахом. Походу, На Пахом. домотом у речного притока возвышается мельничный дом. Загадочно шепчут камыши, изба обветшала, водяное колесо молчит. Вас уже ждет соливар. Да, поприветствуем. Я побывала у водяного. Все про твою дочь узнала. Не думал, что мне сразу сказать стоило. Но разве я мог? Господи, все это как во сне. Евдокию он забрал. Но я не знал, что он виноват. Ага. И уж не думал, что он ее пришлет на соливарню убивать. Думал, там другой водяной. Думал, сбежал я от того. Столько смертей, столько жертв. Ага. Жертвы. Я бросал рублей сколько-то, каши, водки. А Вакулю все мало. А Ему Вакуль нужны пидорас. только мертвецы. Здесь ты с водяным договор составил? Да, это моя мельница старая. Я тут работал. Ага. Когда ее строил, с Вакулем договаривался. Он мне, мол, как обычно. Я и думал, что деньгами отделаюсь. С Ладно. окаянным редко, когда так просто. Да, братец. Через несколько лет он тенью чудить начал. Свою жертву просить. Я вредить никому не хотел, потому отказал. Он тогда свое сам взял. Ладно. У меня подмастерье был, Засыпка. Ладный парень, любил его. Ага. Засыпка. Подручный мельника, засыпающий зерно. Водяной его утащил на дно. Утопил его этот черт, понимаешь? Получается, что Я понимаю. бросил эту мельницу. Не мог тут находиться. Со временем соливарню открыл. Думал, забрал он свое. Но ему все мало было. Оказалось, это он дочурку мою на дно утянул. Да-да. Всю погубил. Собственно, что скажешь про свою соливарню? Водяной на соливарне тебя отыскал. Этот завод далеко. Я-то думал, там другой водяной черт. Так и было вначале. Я на горцевых денег подкопил. Сначала маленький заводец, потом разросся. Горцевых, собственно.
лопатки. Ага, блядь. Общее название палаты на мельнице за размол зерна. А, платы на мельнице за разлом зерна. Сука, ну мы прочитали. Как правило, это часть зерна с пуда по фунту. Каждая называется горцевым сбором. Мы с другим Ладно. бесом в ладу жили. Он людей-то не требовал. Потом, видно, его Вакуль одолел и всю реку под свое начало взял. А я и не знал. Пиздец. Про меня как-то проведал. Ага. Ладно, ну что сказать. Вакуль мудак получается. Что с Евдокия. дочерью твоей сталось? А? Дочка моя, она тут ни при чем. Когда Вакуль меня нашел, он, видно, меня проучить надумал. Видимо, да. Евдокия по зиме на санях ехала, в Соликамск. Под ней лед провалился. Ни саней, ни дочки моей не нашли. Я и не догадывался, кто виноват. Ну, брат, тут уже очевидно. Не про такого водяного дед мой рассказывал. Меня Бог наказал. Самого хитрого выслал. Ну, да это... Ага, конечно. Расскажи. Это все просто он пидорас водяной, вот и все. Водяной. Думаю, с Вакулем сможешь сегодня потолковать. Угу. Я-то потолкую. Проклятый бес, уж я его... Не думаю, что сладишь ты с ним. Только мне это по силам. Да и то, с концами его не уморишь. Сильные хозяева природы. Сделай, что можешь. Сделаю. Я Вакуль думаю, что я быстрее смогу. объявится, если мельницу запустить. Это Думаю... можно. Я ее смотрел, пока тут ждал. Вершник, заслон, то бишь, я открыл, но подстав не крутится. Что такое подстав? Мельничное колесо. Водяник прохудился. Я его залатать могу. Такие водяники еще можно залатать. А, водяник. Вместилище на мельнице, с которого вода сбрасывается на колесо. Жаль, что некоторые прогнили навеки. На Ну да. подставе лопасти не хватает, перьев. Ты поищи доски. Думаю, 3 должно хватить. Ну, Дай хорошо. запустим. Я тебя внутри подожду. Починю там покамест, что можно. Хорошо, Найду договорились. 3 доски и тебе принесу. Все, я полезная, если что. Если что, я полезная. Кстати, доска вон уже первая лежит. Траву собираем. Что-то. О, еще доска. Вы нашли подходящее перо для подставы. А, какое? Аля, какая умная девка. Омут. Тихий омут. И черти тут водятся. Прям все как надо. Все чинно, все ладно, так сказать. Траву собери. Траву собрала. Собственно, еще одна доска. Вы нашли подходящее перо для подставы. Да, взять доску. Все, идем. Идем дальше осматриваться. Что у нас тут? Ага, стоять. Водяная мельница. Внутрь можем? Не понял сейчас. Это что, блядь, такое? А, я ее не подобрал, что ли? Все, теперь подобрал. Вершник. Ну, давай ты, быстрее, очухивайся. Этот заслон воду от мельницы удерживает. Хорошо. Про саму мельницу что-нибудь скажешь? Обветшала мельница. Хорошо, что вообще стоит еще. Справедливо. На берег реки пойдем, выйдем. Посмотрим там. Ёб твою мать, сука, я обосрался. Ты так не делай, блядь, слышь. Дуся, ты такой хуйни тут не надо. Так, это путь к мельнице. Травку мы собрали, а дощечки я что-то не вижу. Хуяк, Василиса прибежала. Русалка. Васенька, мой отец, он тоже здесь? Ну да. Да, на мельнице. Поговоришь с ним? Не могу. Вакуль не велит. Ну так скажи ему, нахуй пошел. Водяной еще не явился. А да, Не могу между прочим. против его слов пойти. Как бы не хотела. Мне перья нужны. Для подставы. Знаю. Да-да. Вот одна доска. Забирай. Русалка отдает вам часть механизма. Что-то есть в имени Вакуль. Пермяцкое, думаешь? Мне кажется, это просто божок. Чую, явится скоро. Я же говорю, по-моему, это, ну, типа, не просто водяной, это божок именно. Типа, вот это вот, ну, в смысле, коми пермяцкий, так сказать. Да, блядь, ты чё ты рофлишь, нахуй? Алло, вылезь из текстур, дура. Пошли.
Все, теперь можешь пройти? Можешь. Вот, я тебе сразу говорил. Похоже, это какой-то обожок, ну, вот, типа, из старых, типа, этих вот древнерусских божеств. Пидорас, одним словом, короче. Они все там жертвы вечно просили. И, безусловно, ребята прикольные, но вот эти своими же жертвами. Вода из-под колеса. Мельничная вода, живая, ладить людей помогает. Шанс 20%, что трава не исчезнет. А, ну залупа, короче. Водяник. Отсюда вода на колеса сбрасывается. Ага. А тут что Если скажешь? водяной не помогает мельнику, колесо быстро ломается, а то и не крутится вовсе. Ага. Ладно. А если помогает, то все работает. А нахуя тогда вот эта вот инженерная вся залупа тут придумана? Чтобы без водяного не работало? А, Василиса. 3 доски. Довольно. Во. Все для запуска колеса у нас есть. Ну давай, запускай. Как колесо запустим, Вакуль вскоре явится. Да-да. Давай запускать колесо, мы там все пришло собирали. Со всеми поговорили. Соливар ловко чинит мельничный механизм. По его движениям понятно, что он делал это не раз. Вскоре колесо со скрипом совершает оборот. Затем еще один. Угу. Продолжить. Продолжить, получается. Ля-ля-ля. Нихуя. Это он что, вот во все это озеро сейчас вылез? Ёбаный карёбаный. Ты чё за срань? Ты Ктулху, блядь? Это Ктулху. А это Ктулху. Я думал божок, а это Ктулху. Смотри, Ктулху. Средний мир, правильно. Здесь красиво. Эх, если бы не смрад живых. Да, хочу заскринить такого красавца. Моя любимая колдунья и ее милая книжка. Как рад, я рад новой встрече. Ну, как бы радуйся да недолго, молодой. Здравствуй, водяной дедушка. Здорово, Вакуль. Здорово. Старый знакомый. Пришел нарушить очередное обещание. Конечно, ебать. Отец, я... Не было позволения говорить. Ага. Поток воды сбивает и Соливара, и русалку с ног. Гостья Василиса из тебя неважная. Разве у вас так принято в Пермском крае? Крепостных у хозяина отбирать. А у нас крепостное право отменили, наверное, уже в тот момент, хотя это не точно. Уж нет никаких крепостных. А вот, отменили. Молчать. Кажется, разбойники до сих пор не вернулись к жертвам. Какие-то проблемы, Василиса? Разбойников бесы всех передави... Ты не справилась с заданием. Я чуть-чуть тебе, блядь, на некромантку похож, мертвых воскрешать. Охуел? Но ты мне нравишься, колдунья. Говори, что хочешь. Скажу, во-первых, и печать, и русалку Печать хочу. мне надо открыть. И русалку освободи. Чё ей у тебя томиться? Девка добрая. Да. Потому и томится, что добрая. Ты охуел? Мне сострадание не чуждо, поэтому готов договориться. Хочешь и то, и другое? Тогда жертвуй золото. Ага. У всех желаний есть цена. У моего совсем небольшая. Ну и какая же? 100 золотых? А почему мне говорили 1000? 100? Хорошо. Да ебать, Будь все по-твоему. хуйня. Вы бросаете Легко. золото в воду. Рад иметь с тобой дело, векшица. Блять, не купил ту штуку, а она классная, мог бы уже с ней ходить. Водяной прикасается к черной книге, прежде чем исчезнуть в омуте. Русалка остается на берегу. За 100 денег решили вопрос. Ебать, легко. 100 рублей. Че, деньги разве? Нет, туда, наверное, были охуеть какие деньги. А ну сейчас тоже нет. Все. Открыть печать. Еще одна печать открыта. О. Давай. Что там, как бустеры в Харстоне. Ломайся. О, да. Дуся, прости. Из-за меня ты погибла. Нет, не Ну, вздумай себя как завинить. бы. Теперь я свободна от водяного черта. Но и мне за свои грехи ответить нужно. Как бы да. Однажды мы снова встретимся.
Прощай, отец. А за какие грехи? За то, что ты у батиных работчиков хвалила? Так, ну, пиздуй туда, на него эту. На соливарню соль гони. Русалка улыбается Соливару и растворяется в белом свечении. На обратном пути вы успокаиваете Пахома рассказами о потустороннем мире, но кажется, он счастлив тем, как сложились события. За соточку всех купили. Вернуться в СБУ, собственно. Ага, блядь. Ты чё, сука, удумала? Но разве это не банальнейшая легенда? Это же этот, блядь. Это, я так понимаю, ученик, но я по голосу слышу, это же этот, блядь, сука. Саня, Александр. По-моему, Александра его звали. Врач этот ебобаный. Посмотри, это же он. Возможно, но совпадений слишком много. Утопцы про нее говорят, сильна, мол, девка. От другой нечисти тоже слух пошел. Ага. Сейчас свадьбу взялись оберегать. Небось, думает, я портить поеду. А? Игорь, Ага. натыкт на меня. Я тогда совсем без сил-то буду. Ты в Покчу езжай. Уж тебя они ждать не будут. Теперь У меня буду. Есть определенные сомнения. Теперь буду. Я видел ее в деле. С такой силой не каждый справится. Я тебе таких пиздов отпишу, Надо сука, было увереннее охуеешь. быть. Не зря я тебя учила, чтобы на равных быть, и попортишь свадьбу. Да какая нахуй Будет пойдет. не просто, но если книга действительно у нее, я наконец смогу приструнить эту силу. Да, конечно, расскажи. Верно, верно. Вот и разузнаешь. А если то правда, все, что пожелаешь, сделаешь-то. Таково предание. Сначала Он тупой, он не сможет ее открыть. Я отослал на округу, поводом будет хорошим. Ага. Эта свадьба. Не хотелось бы крестьян портить. Ты же знаешь, как я поступаю с демонами. Ага. Как? Ты не смеши, акуля-то! Кого там попортишь? Лох. Поезд обернешь. А? Такое у моей бабки в последний раз было. Книгу отберешь, обратно возвращайся. Будь по-твоему. Ну, в дорогу собирайся. Аминь под бок. Да. Аминь под бок, под сраку тоже ему аминь. Собственно, ля пидорасы, злоумышленники, заговорщики. Глава 3. Как колдуны свадьбу портят, собственно, глава называется. А потом что было? А потом, что было, мы расскажем деду в следующей серии. А ты пока что иди в комментарии, значит, пиши комментарии, лайки ставь, подписывайся на канал, колокольчик дергай, ссылки, собственно, в описании тоже переходи. С тобой был Гример, увидимся в следующих сериях.